Вы наверняка любите мармеладки. Те самые желатиновые мишки и другие формы. А вы знали, что, наслаждаясь очередным мишкой, вы едите, по сути, кожу и кости коров и свиней? Желатин — это продукт, который получают из отходов животноводства, включая кожу, кости и хрящи. Чтобы превратить эти ингредиенты в желатин, их обрабатывают кислотами, щелочами и высокой температурой. В результате образуется коллаген, который и превращается в этот универсальный ингредиент. Вы когда-нибудь задумывались, как жевательные конфеты сохраняют свою упругость? Ответ: переработанные животные ткани. Шокирует? Это еще не все. На некоторых производствах используются химикаты для очистки сырья. И хотя в конечном продукте их количество минимально, факт их использования может вызывать вопросы у потребителей. К счастью, существуют альтернативы. Агар-агар из морских водорослей или фруктовый пектин могут заменить желатин практически во всех рецептах. Они безопасны, подходят для вегетарианцев и веганов, и вы точно будете знать, что в ваших сладостях нет скрытых ингредиентов. Золотистые и аппетитные наггетсы ассоциируются с сочным куриным мясом. Но реальность, скрытая за их производством, шокирует. Вместо цельного мяса используются переработанные остатки курицы, кожа, жилы, хрящи и даже мелкие косточки, измельченные до состояния пасты. Эта масса обильно сдабривается искусственными ароматизаторами, усилителями вкуса и стабилизаторами, чтобы создать иллюзию настоящей курицы. В лабораториях также подбирают идеальный баланс соли, сахара и жиров, чтобы продукт вызывал зависимость. Один из популярных экспериментов показал, что некоторые наггетсы содержат менее 50% курицы, остальное это наполнители и химикаты. Хотите здоровую альтернативу? Приготовьте наггетсы дома из натурального куриного филе, обваляв его в сухарях и специях. Колбаса — это один из самых популярных продуктов для завтрака, но ее состав может заставить вас пересмотреть свои привычки. Вместо качественного мяса в дешевых вариантах используются хрящи, жилы, кожа и субпродукты. Эти ингредиенты перемалывают и смешивают с жиром, крахмалом и ароматизаторами, чтобы создать однородную массу. Добавьте к этому нитриты натрия, химическое вещество, которое придает колбасе привлекательный розовый цвет. Однако эти добавки при нагревании могут превращаться в канцерогенные соединения — нитрозамины. Некоторые исследования связывают регулярное употребление переработанного мяса с повышенным риском рака. Альтернатива: покупайте колбасы у проверенных производителей с прозрачным составом или готовьте домашние варианты из натурального мяса. Каждой плиткой шоколада скрывается темная история, о которой мало кто задумывается. Дети, начиная с 5-6 лет, работают на плантациях, где собирают тяжелые мешки с какао, нередко зарабатывая копейки или вообще ничего. Еще одна проблема — это использование пальмового масла, заменяющего натуральное какао-масло. Массовое выращивание пальмы уничтожает тропические леса, разрушает экосистему и угрожает видам, находящимся на грани исчезновения. Выбор в пользу шоколада с маркировкой Fair Trade поможет поддержать производителей, которые заботятся о справедливой оплате труда и условиях для работников. Сосиски — вкусный перекус, но их состав далеко не так аппетитен. Основой служат остатки мясного производства. Шкурки, жилы, субпродукты и даже жир. Все это перемалывается до состояния однородной массы, которая дополнительно улучшается химическими добавками. На этом неприятности не заканчиваются. Для сохранения цвета и продления срока годности сосиски обрабатывают нитритами натрия, которые также используются в качестве консерванта. Эти вещества при регулярном употреблении могут повышать риск развития серьезных заболеваний, включая рак кишечника. Альтернатива: ищите сосиски с пометкой 100% мяса, избегайте дешевых вариантов и отдавайте предпочтение домашним рецептам. Все любят мороженое, освежающий и вкусный десерт, который сложно не любить. Но знали ли вы, что в некоторых видах мороженого может содержаться секретный ингредиент, полученный из насекомых? Кармин — красный краситель, который часто добавляют в мороженое и другие продукты, изготавливают из измельченных самок кошенилий. Этот краситель придает насыщенный красный цвет клубничному или малиновому мороженому. Производители используют его, поскольку он считается натуральным. Но кто бы хотел узнать, что их любимое мороженое окрашено экстрактом из насекомых? Кроме того, промышленное мороженое часто содержит пальмовое масло, заменяющее молочные жиры, а также стабилизаторы и эмульгаторы, чтобы продукт оставался воздушным и кремовым. Для тех, кто хочет избежать таких сюрпризов, идеальным выбором будет домашнее мороженое из натуральных ингредиентов. Апельсиновый сок часто ассоциируется со здоровьем, но то, что вы покупаете в магазине, имеет мало общего с выжатым свежим апельсином. После отжима сок пастеризуют и помещают в огромные резервуары, где он может храниться до года. Как же он остается таким свежим? Секрет в ароматических добавках. После пастеризации натуральный аромат исчезает, и производители добавляют искусственно созданные ароматические вещества, чтобы вернуть привычный вкус. Еще одна проблема – сахар. В некоторых натуральных соках уровень сахара сравним с газировкой. Для максимальной пользы выбирайте свежевыжатый
чистый сок или ешьте цельные апельсины, чтобы получать все витамины и клетчатку. Молоко всегда считалось основным продуктом на кухне, символом здоровья и силы. Но то, что происходит на многих фермах, где его производят, может сильно изменить ваше мнение. В промышленном производстве коров часто содержат в тесных помещениях. Их кормят искусственными добавками для увеличения удоев, а порой используют антибиотики, чтобы предотвратить инфекции. Некоторые исследования показывают, что в молоке могут оставаться следы антибиотиков, гормонов роста и других веществ. И это не говоря о том, что молоко подвергается ультрапастеризации, которая уничтожает не только бактерии, но и часть полезных веществ. Если вас это беспокоит, попробуйте органическое молоко, произведенное на небольших фермах, или растительные аналоги, такие как миндальное, овсяное или кокосовое молоко. Картофельные чипсы – популярный перекус, но их производство превращает простой картофель в настоящий химический коктейль. Во время жарки картофель впитывает огромное количество масла, что увеличивает его калорийность до заоблачных цифр. Но это не самое страшное. При высокой температуре в чипсах образуется акриламид – вещество, которое может быть канцерогенным. А еще добавьте усилители вкуса, такие как глутамат натрия, который вызывает у некоторых людей привыкание и даже головные боли. Если вы не можете отказаться от чипсов, попробуйте домашние варианты. Тонко нарежьте картофель, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке. Это гораздо полезнее и вкуснее. Неизменный спутник картошки, фри и бургеров. Но знаете ли вы, что за его сладким вкусом скрывается огромное количество сахара и химических добавок? В некоторых популярных брендах сахара больше, чем в газировке, а уксус и загустители заменяют натуральные томаты. Еще хуже то, что красители и консерванты добавляют кетчупу яркий цвет и длительный срок хранения, но могут быть вредными для здоровья. Например, искусственные подсластители иногда вызывают аллергические реакции. Если хотите избежать подобных сюрпризов, выбирайте органический кетчуп или готовьте его дома из свежих томатов, специй и минимального количества сахара. Рыбные палочки кажутся быстрым и удобным способом добавить в рацион морепродукты. Но их реальный состав вас удивит. Цельного филе используется рыба низкого качества или ее остатки, хвосты, головы, кожа и мелкие кусочки. Все это перемалывают в пасту, которая теряет почти все полезные свойства. Чтобы сделать продукт привлекательным, в смесь добавляют крахмал, соль, ароматизаторы и красители. Один из самых шокирующих фактов – это низкое содержание настоящей рыбы. Иногда меньше 40%, а в дешевых вариантах почти полностью заменяется на добавки. Но и это еще не все. Жарко во фритюре превращает палочки в калорийную бомбу, а масло, использованное на фабрике, часто переиспользуется до состояния насыщения вредными трансжирами. Хотите альтернативу? Выбирайте цельное рыбное филе, запеченное или приготовленное на пару. Это и вкуснее, и полезнее. Жевательная резинка может казаться безобидным развлечением, но ее состав настораживает. Основой большинства жвачек является синтетическая резина, которую также используют в промышленности. Этот материал не переваривается организмом, поэтому жвачка просто проходит через вашу пищеварительную систему. Дополняют это искусственные подсластители, такие как аспартам и сахарин, которые некоторые исследования связывают с потенциальными негативными эффектами, включая влияние на нервную систему. Чтобы жвачка сохраняла свежесть и блеск, ее покрывают шеллаком, веществом, полученным из выделений насекомых кошенильных червецов. В качестве альтернативы можно попробовать жвачку на основе натуральной смолы, такую как чикл. Это природный материал, который безопасен и не содержит синтетических добавок. Основа многих рационов, но то, что вы покупаете в магазине, далеко от традиционного рецепта. Чтобы сократить время на приготовление, производители используют улучшители теста, такие как L-цистеин, получаемый из птичьих перьев или человеческих волос. Этот ингредиент помогает сделать хлеб мягким и воздушным, но мало кто хочет осознавать его происхождение. Еще одна проблема – консерванты, продлевающие срок годности. Некоторые из них могут влиять на микрофлору кишечника. В дешевом хлебе также часто используются искусственные ароматизаторы и подсластители, чтобы скрыть низкое качество сырья. Если вы хотите избежать таких добавок, выбирайте хлеб из местных пекарен, где используются натуральные ингредиенты, или попробуйте испечь его дома. Это не только полезнее, но и вкуснее. Йогурт с фруктами кажется идеальным перекусом, но его натуральность часто бывает обманчивой. Большинство йогуртов с фруктовыми добавками содержат минимум настоящих фруктов, если вообще их содержат. Вместо этого используются ароматизаторы, искусственные красители и желеобразные капсулы, которые имитируют фрукты. Содержание сахара в таких йогуртах может быть настолько высоким, что их калорийность приближается к кондитерским изделиям. В некоторых случаях в порции йогурта может быть до 6 чайных ложек сахара. Для здоровья лучше выбирать натуральные йогурты без добавок и смешивать их с кусочками свежих фруктов. Такой вариант будет полезным и позволит вам контролировать количество сахара.
Пластиковые бутылки с водой выглядят безопасно, но на самом деле они могут угрожать вашему здоровью и окружающей среде. Одно из основных веществ, выделяемых пластиком, бисфенол А. Этот химикат особенно активно выделяется, если бутылка нагревается, например, когда ее оставляют в машине на солнце. BPA способен влиять на гормональный фон и связывается с увеличением риска некоторых заболеваний. Кроме того, пластиковые бутылки добавляют нагрузку на экологию. Ежегодно выбрасываются миллиарды таких бутылок, и только небольшой процент перерабатывается. Производство этих бутылок также требует огромного количества энергии и ресурсов. Хотите избежать этих рисков? Используйте многоразовые стеклянные или металлические бутылки и фильтруйте воду дома. Это не только безопаснее, но и экономичнее. Конфеты ярких цветов часто привлекают внимание детей и взрослых. Но знаете ли вы, что их яркость достигается за счет красителей, которые могут быть не такими безобидными, как кажется? Один из самых известных красителей – кармин, получаемый из измельченных насекомых кошенили. Он используется для создания насыщенного красного цвета. Другие популярные красители, такие как тартразин, желтый и синий номер 1, производятся из нефтепродуктов. Некоторые исследования связывают их с аллергическими реакциями и гиперактивностью у детей. В составе конфет также часто встречаются искусственные ароматизаторы, которые лишь имитируют натуральные вкусы, а также большое количество сахара, заменяемого в дешевых вариантах вредными подсластителями. Если вы хотите наслаждаться сладостями без вреда для здоровья, выбирайте конфеты с натуральными красителями, такими как экстракты свеклы, шпината или куркумы. Или попробуйте приготовить сладости дома, это позволит вам полностью контролировать их состав. Яркие банки с обещанием крыльев и бесконечной энергии скрывают мрачную реальность. Основные компоненты энергетиков – кофеин до 300 мг на банку, что равно 3 чашкам кофе, таурин и синтетические стимуляторы, такие как гуарана. Но главная угроза – это сахарная бомба. Одна банка может содержать до 14 чайных ложек сахара, что приводит к резким скачкам инсулина и риску диабета. Исследования показывают, что регулярное употребление таких напитков вызывает привыкание, а их смесь с алкоголем, частая практика на вечеринках, увеличивает риск сердечных приступов и нарушений нервной системы. В 2019 году FDA зафиксировала несколько смертей, связанных с передозировкой кофеина из энергетиков. Альтернатива – натуральные источники энергии, вода с лимоном и медом, свежевыжатые соки или смузи с овсянкой и орехами. Они не только безопасны, но и насыщают организм витаминами. Пакетированные супы позиционируются как домашние, но их состав больше напоминает лабораторный эксперимент. Основу бульона часто составляют гидролизованные белки, полученные из сои или кукурузы, обработанных кислотой, глутамат натрия Е621 для усиления вкуса и консерванты вроде бензоата натрия Е211, который может повреждать ДНК клеток. Еще один секрет – сухие овощи. После сублимации они теряют до 90% питательных веществ, а их вкус восстанавливают ароматизаторами. Исследование 2020 года выявило, что в некоторых супах содержание соли превышает суточную норму в 2 раза, что ведет к гипертонии и болезням почек. Здоровый выбор. Варите супы самостоятельно. Замороженные овощи, натуральное мясо и специи. Для быстрых вариантов используйте заготовки домашнего бульона в морозилке. Так вы контролируете каждый ингредиент.